Приветствую, друзья! В сегодняшнем выпуске Балканский циклон и его последствия в Краснодарском крае, взрыв на заводе по производству взрывчатых веществ в Теннесси, землетрясение магнитудой 6,8 на Филиппинах, снегопад на Сахалине, торнадо в Южноафриканской республике, а также сильные наводнения в Мексике, Колумбии, Сальвадоре и Гватемале. Да, ребята, вот такая погода сейчас в Сочи. Ливень шпарит, река поднялась, река Сочи. Балканский циклон, как и прогнозировали синоптики, обрушил на Черноморское побережье мощные ливни, грозы и шквалистый ветер, превратив популярный курорт Сочи в зону повышенной опасности. С 9 октября наблюдается комплекс неблагоприятных явлений: сильные дожди с ливнями, местами град и шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду. Ночь на 10 октября стала пиком осадков. За сутки в Сочи выпало 43% месячной нормы октября, около 76 мм в Адлерском районе и на федеральной территории Сириус. В Сириусе подтопилось 7 придомовых территорий и 2 низменных участка дорог. Уровень воды в 2 жилых домах достиг 10-15 сантиметров. В Сочи подтопило дорожное полотно в нескольких местах. Уровни воды в реках, таких как Мзымта и Псезуапсе, не достигли опасных отметок, хотя риск резких подъемов сохраняется. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме без задержек рейсов. Однако из-за шторма на море и сильного ветра власти временно ограничили купание и отдых на пляжах. Гидрометцентр России продлил наивысший уровень погодной опасности в Сочи и Сириусе с вечера 11 октября до 12 октября из-за угрозы ливней с грозой и градом. Пока прибрежные районы Сочи и Сириуса борются с залповыми ливнями и подтоплениями, в горной части курорта неожиданно наступила зима. Первый снегопад сезона укрыл вершины Красной Поляны белым покрывалом. По данным Центра погоды ФОБОС, ночью на 10 октября на высоте 2200 метров в зоне курорта Роза-Хутор выпало до 6-10 сантиметров свежего снега, а температура опустилась до -1 градуса. Это добавляет контраста непогоде, осень в долинах и зима в горах. Трассы пока не открыты, но снег радует туристов и намекает на скорый старт сезона. Снегопад усиливает нагрузку на спасателей, на трассах были развернуты дополнительные посты. Из-за таяния снега под дождем риск селевых потоков в предгорьях повышен, туристам советуют избегать рек Мзымта и Бешенка. Мощный взрыв потряс тихий сельский район Бакс-Норта в центральной части Теннесси, полностью уничтожив здание на территории предприятия Accurate Energetic Systems, ведущего производителя взрывчатых веществ. Взрыв прогремел в пятницу утром на границе округов Хикман и Хамфрис, примерно в 97 километрах к юго-западу от Нэшвилла. Местные жители в Лобелвилле в 18 километрах и даже в соседнем округе Хамфрис в 32 километрах услышали громкий взрыв и почувствовали тряску. После первого взрыва и возникшего пожара в течение нескольких часов наблюдалась повторная детонация, из-за чего спасатели не могли приблизиться к месту взрыва до полудня. Сообщается о гибели нескольких сотрудников завода, еще 19 остаются пропавшими без вести. Разрушения коснулись не только завода. Ударная волна повредила дома в радиусе нескольких километров, разбила окна и сорвала крыши в Бакс-Норте и Макьюине. Accurate Energetic Systems, основанная в 1980 году, специализируется на разработке, производстве, хранении и тестировании высококачественных взрывчатых веществ для военных, аэрокосмических и коммерческих нужд. Остров Минданао, южная жемчужина Филиппин, переживает один из самых напряженных дней в своей сейсмической истории. Всего через 9 часов после мощного землетрясения магнитудой 7,4, унесшего жизни по меньшей мере 7 человек и вызвавшего эвакуацию прибрежных районов из-за угрозы цунами, регион накрыло вторым толчком магнитудой 6,8. По данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, это не авторшок, а самостоятельное событие, что усиливает опасения экспертов о растущей активности в зоне Филиппин. Эпицентр землетрясения находился в 43 километрах к юго-востоку от Маная на границе Давао-Ориентал и Агусан-дель-Сур.
Очаг залегал на глубине 37 километров, интенсивность толчка оценивается в 5 баллов. В момент толчка тысячи птиц, от воробьев до попугаев, взмыли стаями в небо. Второй толчок вызвал новое предупреждение о цунами для 7 провинций в радиусе 300 километров, но спустя несколько часов его отменили. К вечеру 10 октября после первого землетрясения магнитудой 7,4 было зафиксировано более 300 авторшоков. Разрушения коснулись сотен зданий, повреждены больницы, мосты и школы. Спасатели продолжают разбор завалов и поиски возможных пострадавших. Департамент образования приостановил занятия в 559 школах Минданао и Висайи. Полиция в Давао и Караге переведена в режим полной готовности. Октября 2025 год. Оха. Осень на Сахалине, как всегда, капризна. Пока в Южно-Сахалинске снег робко оседает на вершинах на склонах гор Большевик и Красная, север острова, включая Аху, погружается в настоящую зимнюю метель с порывами ветра до 25 метров в секунду и первым устойчивым снежным покровом. По данным Сахалинского гидрометцентра, это следствие арктического вторжения, которое типично для середины октября в северных районах. За сутки 10 октября в Ахе выпало до 10-15 сантиметров снега, что привело к образованию сугробов и переметов на трассах. По данным МЧС, по Сахалинской области зафиксированы единичные случаи обрыва линий электропередач из-за налипания снега. Из-за непогоды в Ахинском районе ограничено движение большегрузов на трассе Аха-Ноглики. В городе коммунальные службы задействовали 15 единиц техники для расчистки улиц. Север мексиканского штата Веракрус переживает одну из самых серьезных катастроф за последние десятилетия. Река Кассонес, раздувшись от непрекращающихся ливней, вышла из берегов и затопила центральные районы города. По данным Национальной метеослужбы, за 72 часа в бассейне реки выпало 300-400 мм осадков. Это втрое больше месячной нормы октября. К сегодняшнему дню затоплено более 30 районов, пострадали сотни домов, вода затопила первые этажи и проникла в подвалы. В городе Веракрус затоплена торговая площадь рядом с центральным автовокзалом. Под водой находится парковка и входы. Уровень воды достигает 1,5 метра. Сообщается, что потоки воды унесли десятки автомобилей, и работа автовокзала оказалась полностью парализована. Серьезная ситуация сложилась также на дорогах. В результате наводнений и оползней ключевые маршруты заблокированы. Под риском обрушения находится несколько мостов. Из наиболее пострадавших районов эвакуировано более 150 человек. Наблюдаются перебои с электроснабжением. Власти страны объявили чрезвычайное положение в более чем 80 муниципалитетах. В большинстве из них приостановлены занятия в школах. В четверг в районе аэропорта Рент в Джермистоне в южноафриканской провинции Гаутенг пронесся торнадо. По сообщениям метеослужбы, торнадо был слабый и кратковременный и не нанес какого-либо разрушительного ущерба. Скорость ветра в воронке оценивается от 105 до 137 км в час. Единственными зафиксированными последствиями стали сломанные ветки деревьев на поле для гольфа рядом с аэропортом. Тем не менее, эксперты подчеркивают, что торнадо остаются опасными погодными явлениями. Общественности настоятельно рекомендуется проявлять осторожность во время гроз и лишний раз не рисковать. Сильные дожди, обрушившиеся на территорию Сальвадора, вызвали масштабные наводнения и оползни. По данным метеорологов, за сутки в Санта-Ане выпало от 100 до 150 мм осадков. Это 40% месячной нормы октября. А в прибрежных районах, таких как Ла-Уньон, зафиксировано все 229 мм.
Особенно сильно пострадал западный департамент Санта-Ана. Эпицентром стихии стал центр города. Там вода размыла асфальт и унесла транспорт. Спасатели эвакуировали десятки людей из затопленных автомобилей и автобусов. На отдельных участках уровень воды достигал 1,5 метра. Другие департаменты – Ла Либертад, Чалатенанго, Ла-Пас и Сан-Сальвадор также пострадали. В Гуасапе эвакуировали 8 человек из-за угрозы оползня. Власти продлили оранжевый уровень тревоги для прибрежных зон и желтый для остальной территории, предупреждая о рисках даже при слабых осадках из-за насыщения почвы. Пока жертв нет, но ущерб инфраструктуре оценивается как значительный. Через 37 лет после трагического наводнения 1988 года в Мексике, унесшего десятки жизней в Сьерра-Горда, река Хальпан вновь напомнила о своей мощи. Обильные ливни, вызванные ураганом Присцилла, привели к переполнению местной плотины и затоплению центральных улиц Хальпана. Вода хлынула в жилые кварталы, разрушила пешеходный мост и заставила эвакуироваться около 150 человек. Ураган, сформировавшийся в Тихом океане у побережья Халийска и Колимы, вызвал обширные дождевые полосы, которые обрушились на центральную Мексику. По данным Национальной метеорологической службы, в северных районах Керетера за 48 часов выпало 150-250 мм осадков. Не лучше обстоит ситуация и в соседних муниципалитетах. Сильные дожди привели к подъему уровня рек, серьезным подтоплениям и вызвали сход оползней. На 155-м километре трассы Сан-Хуан-дель-Рио-Силила горный обвал заблокировал дорогу камнями и грязью. Всего из-за стихии повреждено 147 домов. Без света остались более 500 строений. Власти объявили чрезвычайную ситуацию. Verga. Su puta madre. Сильный шторм обрушился вечером в четверг на Саламу, превратившись в испытание для жителей департамента Баха-Верапас в Гватемале. В Саламе за час выпало до 60 мм осадков, все это сопровождалось обильным градом и ветром, достигавшим скорости 70-80 км в час. Град барабанил по крышам, а ветер срывал листы оцинкованного железа с домов и магазинов. Шторм длился около 20-30 минут, но его последствия оказались значительными. Повреждены 25 домов и 12 предприятий. Повалены десятки деревьев, оборваны линии электропередач, из-за чего несколько районов оказались без света. Градом повреждены окна, побиты солнечные панели и автомобили. Штормовая активность не ограничилась Саламой. Аналогичные повреждения зафиксированы в департаментах Санта-Роса и Халапа. Градом повреждены 10 ферм, возникли локальные подтопления. В регионе продолжает действовать оранжевое погодное предупреждение. В пострадавшие районы направлены команды спасателей. Пострадала от сильных дождей и Колумбия. За 2 часа в Медельине и окрестностях выпало до 80 мм осадков. Все это сопровождалось порывами ветра до 60 км в час и локальными грозами. В департаменте пострадали как минимум 5 муниципалитетов – Медельин, Санта-Барбара, Итагуи, Энвигадо и Ла-Эстрелья. В Медельине эпицентром стал район Робле-да-Альтос, где потоки превратили улицы в реки глубиной до 1 метра. Мотоциклы, велосипеды и мусорные контейнеры уносило течение. Около 30 домов оказались затоплены. На юго-западе Антиокии, в муниципалитете Санта-Барбара, ситуация оказалась еще драматичнее. Сильный ветер, сопровождавшийся ливнем, повредил около 30 домов, пострадали 120 человек. Поваленные деревни повредили линии электропередач, оставив эти районы без света и связи на 18 часов. Власти объявили в регионе чрезвычайное положение, направив команды спасателей на устранение последствий непогоды.
Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.